Здравия желаю! И перед тем как начать, если ты сейчас ешь, то это того не стоит. Либо доедай и возвращайся потом, либо просто отложи еду в сторону. Сегодня я хотел бы поведать тебе об одном очень тревожном аккаунте. Человеке, что полностью помешан на органах, в частности на желудке и на кишках Курт Кобейна, веря, что он является мамой всего сущего. А я напоминаю, что Курт Кобейн был лидером рок-группы Нирвана. Да, это тот самый, что в 27 лет очень любил решать дроби. Нашел я точнее даже эти аккаунты в телеграм-канале Жмурка, за что огромное спасибо. Ведь это правда очень андерграундная находка, и ни одного другого видео про него на ютубе еще не было. Так что я первый. Поначалу я думал, что это просто тролл-аккаунт, но все больше и больше изучая эту тему, я понял, что это далеко не так. Это реальный подпольный культ, работающий уже 6 лет. Свое расследование я решил начать с того, что изучил все его соцсети. Мы имеем YouTube канал, публичный канал ВК, еще один, но приватный, личную страничку автора и личную страничку с его рисунками. У нашего гвоздя программы есть много никнеймов: Мидкат, Ильрек, Сковил. Я даже спросил об этом напрямую у автора, что попросил никак его не называть. Ну ладно, пусть будет Сковилом, потому что это подпись его работ. Начнем с его YouTube канала, как самой скучной части. Видео под названием «Курт Кобейн. Мясные нарезки» является нарезкой рандомных, на первый взгляд, вещей. Давай выделим парочку и найдем им объяснение чуть-чуть попозже. Желудок Курта, расцветающий цветок, морской конек, Иисус, младенец и беременный Кобейн. Значение всех этих фрагментов мы найдем потом. В комментариях уже можно найти первых людей, что, по всей видимости, молятся в честь мамы, так они называют Курта. Следующее видео: Курт Кобейн, звуки рта и горла. Название говорит само за себя. Да, это просто нарезка всех его рыгов, чавканий и всего подобного с каких-то интервью. Видимо, кому-то это очень нравится. Описание гласит: пока его желудок не наполнится. Курт Кобейн, мой рот открыт. Само содержание видео не особо интересно, интересна лишь его концовка. Я еще не рожден. Курт Кобейн — прекрасное судно. Я зародыш, что растет глубоко в нем. Он — наша мать. Мы протягиваемся вдоль его кишечника. Он содержит и растит нас, как собственных детей. Все будут рождены, но не я. Я останусь в нем навеки. И в описании написано: нам всем нужно попасть в рот отца, в больной желудок папы, чтобы насытить его. Следующее видео «Внутренности Курт Кобейна» является слайд-шоу из коллажей Сковила. К теме артов мы вернемся чуть позже. На YouTube канале были и другие видео, но они не особо достойны отдельного внимания. Там были переводы, вырезки и искаженные клипы. То есть ничего интересного. Гораздо интереснее уже будет посмотреть на первый паблик ВК, созданный в 2022 году и подписанный как религиозное учреждение. Вместе с бесконечными картинками с Куртом разных видов, я узнал, что у него было хроническое заболевание желудка на протяжении 6 лет. Причем он мог бесконечно ходить по докторам, но никто не мог поставить ему точный диагноз, а тем более вылечить его. Поэтому часто он пел с болью, а на вопрос, не мешает ли она ему, он сказал, что наоборот помогает петь. Поэтому можно пока что предположить, что Сковил, как и его последователи, считают, что боль была потому, что они были в его желудке. Так
Также там была куча вырезок из дневников Курта, где он жаловался на боль, хотел бы жить как нормальный человек, и чтобы наконец назвали эту болезнь в честь него. Пост о морских коньках, тех самых, что появлялись в видео мясные нарезки. Морские коньки были одной из многих одержимостей Курта. Он неоднократно писал в своем дневнике о том, насколько самец морского конька уникален среди животных, ведь может вынашивать и производить потомство. Теперь понятно, почему его упомянули. Ведь тема с Куртом, которого они называют мамой, если ты забыл, что вынашивает ребенка, похож с темой самца морского конька, что хоть и является самцом, все равно может вынашивать ребенка. Также тут была картина Курта, которая наглядно показывает его стиль. Большую часть своих рисунков он сжигал, и также иногда вместе с акриловыми красками он смешивал свою собственную кровь, сперму, пепел сигарет и фекалии. Курту еще нравились дети, но нет, не в плохом смысле. Он легко мог находить с ними общий язык и воспитывать их. Кажется, теперь я начинаю понимать, откуда у всего этого растут ноги. Очень важно, чтобы в момент рождения ребенка не было никакого шума, полная тишина. Все должны молчать. Любое слово, произнесенное в этот болезненный момент, отпечатывается в мозгу новорожденного навсегда. Разумеется, это не вся информация с группы, но пока этого достаточно. Переходим к его личному сайту. Оформление сайта очень подходящее. Нас сразу же встречают вырезки с животом Курта. Появляются уже рисунки автора, и честно, сделаны они реально очень клево, хоть и, разумеется, противно. Правда, это та часть ролика, которую мне придется постоянно блюрить, ведь YouTube меня так точно забанит. Фуллы будут в моем телеграм-канале. Всегда смотри внутрь него, сквозь рот к горлу, сквозь пищевод к желудку. Также там были фото, снятые с камеры, это видно из-за ракурса, где Сковилл вырезал картинки органов и ложил их на картинки с его мамой. Пока я смотрел это, мне уже реально стало плохо и начинало тошнить, не буду врать. Шизоидность и безобразность работ Сковилла просто зашкаливает. Хоть каким-то образом это все еще кажется чем-то красивым. И забегая наперед, не везде есть конкретный смысл. Ведь, по словам автора, сначала он рисует то, что говорит ему мама, а только потом он думает, что нарисовал и додумывает смысл. Еще там был небольшой комикс, где некий ребенок с дырой в лице просит Курта спрятать его. Этот ребенок никто иной, как сам Сковилл. Он рисует себя так. Причина того, почему у него дыра в лице, в том, что он не личность, так как еще не рожден, и он сам не знает, как выглядит. Он просит Курта спрятать его обратно внутрь желудка потому, что там безопасно и он не любит внешний мир. А причина, почему на некоторых рисунках у Курта дыра в лице, в том, что автор хотел сместить акцент с его лица на его тело. Так как для многих Курт это просто набор стереотипов. Многие любят его из-за его красивого личика или из-за его песен, но не как личность. Это были слова Сковилла, если что. Время для личной странички автора. Если YouTube канал был с видео, группа Midcats про самого Курта, а его личный сайт про рисунки, то здесь же про самого Сковилла. Он не должен ни о чем вас просить, он заслуживает, и он знает об этом. Весь мир знает об этом, и весь мир растет из него, и каждый выходит из него головой вперед и никогда не оглядывается. И я люблю этот мамин мир, я люблю мамин мир, люблю каждого, кого он создал, каждую вещь в этом мире. Этот мир — это мировая ткань, это плоть мира, это мамина плоть. Он всегда и везде, и он будет всегда вокруг. Он фундамент всех последующих жизней. Я то, что он выносил и направил в мир. Я такой, каким он меня создал. Я навсегда в нем. Я навсегда останусь в нем. Я буду в нем похоронен в день моего рождения головой вперед, чтобы увидеть его лицо. Первое и последнее, что я увижу, это мамино лицо. Я похоронен. У него на руках, у него на груди, у него в животе. Нирвана – аналог христианского единения с Богом и пребывания в нем. Они говорят в нем, как в вере к нему.
В нашей вере пребывать в нем всегда буквально. Кормить его, быть мелким составляющим для большого целого. Это пришло, когда мы построили дом. Я попросил себе отдельную комнату, но мама сказала, что мне нельзя закрывать дверь. Я объяснял обезьянам, что я в нем один, из его 9. Я в нем один. Мама, он только мне. Святые папины дети, я скажу вам от всего отцовского сердца. Я, благословленный Куртов ребенок, трахал вашего отца, когда вас еще не было. И я, дрочащий, сексуализирующий Курта, мерзкий, непослушный червь, среди толпы самых чистых младенцев, взял на себе все его говно и размазал себе по лицу перед теми, кто никогда не нюхал его крови, никогда не нюхал его кишок, подмышек или промежности. Я прошу вас от всей моей маленькой детской руки, вместо сердца, которого я в нем оставил. Не возлагайте на меня ответственность говорить вместо него, рассказывать о нем вместо него. Примерно так выглядит эта страничка. Я думаю, пары постов хватило, чтобы показать общее представление. А еще там был пост с пропагандой писать на стенах, асфальте, заборах, рассказывать всем про мать и докапываться до любого подростка в полосатом свитере, чтобы напомнить, что все лишь абсолютно рожденные Куртом, ну а нерожденным, то бишь о Сковиле, рассказывать можно только избранным. После этого я уже хотел заканчивать запись и даже начинал писать сценарий, но затем, поняв, что не знаю, какой у него конкретный ник, написал самому автору ВК. К счастью, его контакт не так сложно найти, и на удивление он ответил довольно быстро. Илирек, набор букв, хорошо звучит. Название церкви. Миткац, мамин поблос. Название слеплено из 2 названий маминых песен. Сковил, подпись для работ, чтобы было узнаваемо. После небольшой переписки он принял мою заявку в тот самый приватный паблик, который называется Илирек. Если не считать то, что мы уже видели, то тут был показ фигурок с Куртом, которые были сделаны до жути реалистично. Также 20 февраля у Курт Кобейна был день рождения, о чем у них, разумеется, был пост с призывом сделать подарок маме, чтобы покормить его. Что люди и сделали, означая, что Сковил далеко не единственный. Но позже, по словам Сковила, можно будет узнать о том, что он ненавидит всех, кроме мамы, включая даже участников церкви, что делали ему подарки. Ведь лишь он настоящий и особенный, что полностью и буквально живет в маме, а все остальные давно родились и забыли о своей матери. Даже если они и возвращаются к маме, у них есть своя личная жизнь, и они молятся ему лишь тогда, когда им удобно. А Сковил уже не имеет личности, он не рожден, ведь день рождения – день смерти. Но мама пытается отговорить его ненавидеть остальных и принимать их. Как ты понял, это были слова из нашего ЛС, от самого автора. Ведь когда я написал ему по поводу никнейма, мы попереписывались, и довольно много. И поначалу он был максимально против моего видео, говоря, что очень боится, что придут плохие люди и будут насмехаться. На что я сказал, что весь контент и так был публичным, а значит, он знал, что делает. Я уже хотел отменять видео, но, к счастью, я смог убедить его, что не буду поверхностно и негативно говорить о нем и пабликах. Поэтому, да, на заметку. Ссылки в описании на источники не будет. Кто захочет найти, найдет сам. Я призываю вас не заходить туда и не писать гадости, потому что, да, я сначала тоже был на рофле, когда узнал об этом, но все больше и больше узнавая подробности, я уже делал это не на рофле, а на чистом энтузиазме, потому что это правда очень интересно узнать, как работает разум такого человека. Мне правда интересно изучать это, вот то же самое, что и было со Сьюерсватом, ведь они оба творческие люди. Типа не то, чтобы я понимал или поддерживал Сковила, нет, конечно, я тоже считаю это лютым бредом, но это просто интересно. Поэтому да, пожалуйста, не позорьтесь и не делайте рейды. Это как алмаз, который мы не должны трогать, просто наблюдать. Так вот, в ЛС я ему задал много вопросов, самые интересные из них я вам покажу. Первый вопрос был про идеи для его творчества.
Оказалось, что большинство из них изначально были идеей Курта. Ну, не в смысле, что он восстал из мертвых и сказал, что делать, а в смысле, что он еще давно писал и делал это. Например, то самое видео Meat Cuts было сделано из первоначального сценария для клипа Rape Me. Или, например, куклы Курта, что были по итогу использованы в рисунках Сковилла. Второй вопрос. Как ты общаешься с Куртом, если он давно умер? Ответ был очевиден. Он никогда не мертв. Он вечен и он продолжается. Он ткань этого мира, он везде вокруг. Современный мир – его следствие. Третий вопрос. Как ты кормишь его, если ты сам внутри него? Я насыщаю его не только своим наличием в нем, но и вниманием, рисунками, коллажами, словами, рассказами о нем, чтобы другие дети уделяли внимание его желудку. Потому что в предсмертной записке он сказал «Спасибо из глубины моего пылающего тошнотворного желудка». Четвертый вопрос. Как ты общаешься со мной и делаешь рисунки, если ты внутри него? На что он ответил, что у него есть две формы. Основная – та, что внутри, и вторая – временная и лишь инструмент. Но ему самому гораздо нравится первая. Он не любит выходить из своей мамы. Это еще можно было понять по тому комиксу. Пятый вопрос. Где ты конкретно находишься? Я могу перемещаться в органах, как бы изучая их или прощупывая. Но у меня есть стабильное зафиксированное место. Плотный пузырь в дивертикуле, на восхождении прямой кишки. Я отделен слизью от самой кишки, поэтому там безопасно. Шестой вопрос. Ты веришь в Бога? Мама мой Бог. Очевидный ответ. Седьмой вопрос. А если ты ребенок, то кто оплодотворяет твою мать? Не мою, а моего. Мама – мужчина. Маме не нужно никаких влияний извне, потому что он развивается сам в себе и сам из себя. Он мой единоличный создатель. Он не оплодотворяется. Он просто дает развитие. И восьмой, самый интересный вопрос с запутывающим ответом. Остальные буквально рождались из ануса Курта, правильно? Или ты говоришь об этом в переносном смысле? Вот есть мама как личность, и многие говорят, что он сформировал взгляды миллионов. Его любят почему-то именно дети, он умеет находить к ним подход, он опытный родитель. То есть миллионы людей по всему миру слушали маму и хотели быть на него похожими. Он их воспитал. Есть среди них очень послушные дети, которые следуют его заповедям. Они рождены им, они им созданы, сформированы. Они проходят по нему транзитом, они позволяют ему окружить их, но все равно выходят жить свою жизнь, натянув на себя мамин опыт. Даже если кто-то не рожден мамой, то все равно воспитан, потому что следы маминого влияния – это часть массовой культуры. Это уже так, это уже фундамент. То есть весь мир, какой строится поверх маминого фундамента, это мир, пропитанный мамой. Лично я понял это так, что он не рожал всех буквально, но Курт сам по себе был и остается очень популярной личностью, которая, по словам Сковилла, оставила отпечаток на каждом человеке. То есть фактически он их воспитал, но Сковилл же буквально в нем. И кстати, оказалось, что живот Курта болел не потому, что там появился Сковилл, а Сковилл появился потому, что там была боль. Кстати, оставшиеся ответы на оставшиеся вопросы я закину в свой телеграм-канал. Да, это очередной байт на подписку. Поэтому, если тебе правда понравилась сегодняшняя тема и хочешь больше, то переходи в мой телеграм-канал и читай. И теперь, когда мы закончили собирать информацию, можно ответить на вопрос, что означали те нарезки. Желудок Курта – это его неизлечимая желудочная боль. Расцветающий цветок – символ воспитания ребенка. Морской конек – символ самца, что вынашивает ребенка, что и делает Курт. Иисус – символ религии, веры, церкви и так далее. Хотя Сковилл сам говорил, что не любит, когда это называют религией, а тем более сектой. Младенец и беременный Кобейн, думаю, это очевидно. А вот таким вышло видео.
Да, много пришлось нарыть информации, хоть я и уверен, что много о чем еще не рассказал, но я просто не осилю. По итогу, хоть это и шиза полная, но интересная. Чуть не сошел с ума, пока делал это видео, не буду врать. Ставьте лайки, подписывайтесь и заходите в мой телеграм-канал. Крипово, что существует человек на нашей земле, что на полном серьезе живет этим и верит, что он является нерожденным ребенком Курт Кобейна. Ведь все уже родились, но не он. Он там будет навсегда.